Добрый вечер, дорогие друзья! Рад видеть вас на своем канале. Если, может быть, кто впервые оказался именно на этой лекции, на этом уроке, то хочу сказать, что мы разбираем колоду Таро и не обычную колоду, а имеется в виду, да, как будто бы она может быть обычной. Уже можно сказать, что колода Таро Уэйта является обычной, является стандартной и всем привычной. А вот колода Гюстава Дере, которая в целом вся сделана в черно-белом исполнении, она является необычной. Но сегодня необычный урок вдвойне. Почему? Потому что впервые за все время, сколько мы рассматриваем карты, конечно, их не так много, точно не знаю, но около 10, может быть, чуть больше, там 11-12, но это впервые появляется карта, которая визуально похожа на стандартную. То есть есть некий человек, который несет какие-то жезлы, палки. Ну да, здесь, конечно, хворост, но их тоже можно спутать с жезлами и подумать о том, что вот прям это одно и то же. Одно и то же. Но не спешите делать такие однозначные выводы, потому что не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Меня зовут Евгений. Кто не смотрел первый урок, может быть, имело смысл представляться на каждой лекции. Меня зовут Евгений, я не так давно занимаюсь картами Таро, но решил это делать на, если так можно сказать, профессиональном уровне. Но не спешите меня воспринимать как учителя, скорее воспринимайте меня как студента, как такого же ученика, который достаточно тщательно готовится к излагаемому материалу. И вместо того, чтобы просто его выучить и усвоить самостоятельно, я делаю это вот в манере некого такого импровизированного выступления. Ну, как импровизированного, я, конечно, готовлюсь, а сейчас это выглядит в виде некой импровизации. Вперемешку с материалом, который записан и который я буду вам также демонстрировать, подавать и показывать. Поэтому не воспринимайте меня как некого учителя и гуру. Давайте мы с вами сразу прыгаем в наш весь этот блок. Напоминаю, что мы разбираем карты Гюстава Дере по книгам. В данном случае сейчас у нас есть Библия. Здесь 26 карт, и мы с вами оказываемся уже в десятке жезлов. В целом мы идем с вами последних уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот сегодня 7-й урок. Идем мы с вами по огненной стихии, по стихии жезлов. И сегодня это будет завершающий. В следующий раз мы уже перейдем с вами в кубки. Погружаемся мы вот сюда, и вуаля, что мы видим? А мы с вами видим следующую картину, что на самом деле тот персонаж, который изображен на карте, он не единственный, который изображен на гравюре. Гравюра нам раскрывает большую картину, она полнее показывает, что здесь есть два человека. И впору было бы, глядя на эту карту, называть ее не Авраам, как я написал, а назвать ее Исаак, потому что здесь изображен как раз его сын. Но это вторичное лицо. Как вторичное? Понятно, что Авраам, Исаак, Иаков – это три таких имени, которые очень часто употребляются в Библии, которые очень часто употреблялись мною, и как-то для меня оно привычно с детства. Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. И вот как-то, имеется в виду не я, а Господь так говорит, со страниц Библии. Поэтому Исаак является таким же, впоследствии станет таким же важным патриархом, как и в свое время был Авраам. Но сейчас речь как раз о его отце. Поэтому давайте мы сами посмотрим на карту, посмотрим на гравюру, и что мы можем в целом о ней сказать. Мы видим знаменитую сцену, как знаменитую. Кто не знает о библейском повествовании, то, может быть, и не догадываться, что здесь, вот в этот момент, развивается прям такой настоящий какой-то блокбастер. Я бы даже сказал, хоррор развивается. Почему? Потому что еще чуть-чуть, и вот этот вот бородатый дядька, он должен будет зарезать своего сына. А хворост, который несет молодой человек, это как раз и есть его сын Исаак. Да, вот такая вот завязочка интересная. Где завязочка, где и развязочка? Будем сегодня разбираться и будем смотреть. Но поступим несколько традиционно. Буквально, может быть, сейчас в 2 словах я расскажу историю, хотя, может, это уже и достаточно относительно самой карты и того, что изображено на гравюре. Но все же мы пойдем по тому пути, что посмотрим какие-то такие традиционные значения и традиционное описание карты десятка жезлов по колоде Уэйта. Посмотрим мы с вами зодиакальное соответствие, которое некоторые тарологи относят к этому дому. Напоминаю, что не все тарологи, младшие арканы связывают с зодиакальными домами.
Старшие тоже не все, но многие, я бы, наверное, сказал, большинство. И мне тоже такая система удобнее, приятнее и понятнее, когда старшие арканы можно разбросать по зодиакальным домам. А вот младшие не все. Есть с этим трудности. Почему? Потому что зодиакальных домов 12, а младших числовых арканов 10. И вот куда еще 2 деть, а потом дальше пошли 4 придворные карты, и вроде как бы уже 14, это тоже не 12. И вот из-за этого в большей степени получились некие такие трудности. Но мы на них будем смотреть и обращать внимание, чтобы просто циферки совпадали, а все-таки что кроется по смыслу в этой карте, что кроется по смыслу в зодиакальном доме, и будем видеть, пытаться найти там соответствие, если или нет. Если да, то просто утвердимся с вами в знании о том, что вот такой-то зодиакальный дом, забегая наперед, скажу, что это 10-й, несложно было догадаться, коль у нас карта 10-я. 10-й зодиакальный дом у нас соответствует вот этой карте. Видите, совершенно небольшое меню сегодня, есть только искусство, никакого фильма, ничего такого я для вас не подготовил. И думаю, что из этого урок не должен быть больше 2 часов. Давайте так, чтобы не ходить вокруг да около, мы с вами... Я обещал историю, я обещал короткую историю. Короткая история. Хотя на карте, как я уже сказал, изображен Исаак, но на самом деле повествование касается Авраама. Просто здесь изображен Исаак, его сын, которого он должен принести в жертву. Согласитесь, ситуация, мягко говоря, не очень. Мало того, ему Господь сказал принести в жертву своего сына. Он берет своего сына, идет с ним в отдаленность от дома. Будем читать, по-моему, они шли не несколько дней пути, в общем, далеко они шли, к какому-то определенному месту, где Авраам должен был принести в жертву своего сына. То есть в буквальном смысле его ножом разрезать, пустить кровь и сжечь его тело в благодатном огне, тем самым принеся жертву Господу. Задачка для отца, который любит своего сына, а я должен сказать, что он его очень любил, и это был очень желанный сын. Посмотрите только на секундочку на саму гравюру и обратите внимание на разницу в возрасте. Можно сказать, что это дедушка и внук, но нет, это отец и сын. Просто этот сын был настолько долгожданным, настолько желанным, и одновременно его рождение было настолько преисполнено чудо и Божьей благодати, что потом в какой-то момент взять и принести его Господу в жертву, как-то рука не поднимается. Может быть, вы уже начинаете чувствовать, вот эту десяточку, вот эту тяжесть. Кстати, стоит сказать, что в целом все десятки, всех мастей, они подразумевают завершенность чего-то, тяжесть чего-то, конец чего-то, финал, финиш, максимальную наполненность, полноту какую-то в соответствующей своей масти. Стоит также сказать, что жезл – это у нас стихия огня. Огонь, как мы с вами помним, стихия подвижная. Ей постоянно нужно топливо, ей постоянно нужно движение, постоянно нужно… Огонь не может стоять на месте. Да, если мы говорим о жизни человека, то быть постоянно в движении можно так перегореть, нужно делать паузы, нужно уметь выжидать, но в целом, когда мы говорим о стихии, то она подразумевает постоянное движение, как акула, которая, если она остановится, она умрет. Так заложено природой, что ей необходимо движение. Так и огню, так и стихии жезлы необходимо то самое движение. Глядя на саму карту, давайте мы сразу с вами будем смотреть в значение. Глядя на саму карту, как я уже неоднократно говорил, обращайте внимание на то, что эта карта сама по себе выражает. Статику, динамику, какое-то направление. То есть это уже такие подсказки, которые могут нам о чем-то говорить. Но, конечно, мы с вами здесь собрались для того, чтобы полнее изучить колоду Гюстава Дере, но в сравнении, в сопоставлении нам это будет легче сделать. Почему? Потому что колода Уэйта, она всем знакома, большинство из вас с ней работают, или как минимум знакомились именно с ней. Привет. Ознакомились именно с ней, поэтому можно сказать, что вот такое вот сопоставление точно лишним не будет. Читаем. Все десятки несут коллапс своей стихии, некую крайность. Понятно, что ситуация должна зайти очень далеко, чтобы до этого дошло.
Ну, я уже об этом сказал, еще раз не лишним будет напомнить, что по десяткам есть ощущение полноты, что это уже вот край. Об этом автор и пишет. Десятка жезлов символизирует силу, волю и выносливость, которые нужны, чтобы справиться с затеянным когда-то делом. Это предельное испытание силы воли, мужества и уверенности в себе, начавшихся с туза. Помним, да, хотя мы с вами не разбирали карты в таком классическом, скажем, пути героя, да, от туза до десятки, либо как по старшим арканам, чтобы пройтись. Если ты сейчас не ляжешь, то придется тебя удалить из кадра. Поэтому выбирай одно из двух. Но это не время сейчас, чтобы нежности проявлять. Давай ты подумаешь над своим поведением, потом вернешься, если захочешь. Отвлекает меня. Так, это предельное испытание силы воли, мужества, уверенности в себе, начавшихся с туза. Понимаем, что попадая, скажем, в ситуацию с тузом, это нам как бы дает какой-то легкий старт, понимание того, что все пройдет максимально гладко, просто сама судьба нам благоволит к этому. Но дойдя до десятки, попав в двойку, в тройку, в четверку, и так дойдя до самой десятки, это у нас ситуация с какой-то максимальной накаленностью, ситуация максимально трудная. Иди туда к себе, вот там вот ложись и сиди. Эти качества редко присущи нам в должном объеме. Имеется в виду вот эта воля сама, выносливость, сила. Эти качества нам редко присущи в должном объеме. Мало кто обладает столь сильно и легко раскрученной янской энергией, имеется в виду мужской энергией, энергией по Марсу. Поэтому ситуация по десятке жезлов начинает казаться тяжелой и неуправляемой. То есть мало кто способен вынести всю нагрузку, всю сложность этой самой ситуации, поэтому она воспринимается как тяжелая. То есть, да, мы когда будем с вами полнее читать об Аврааме, мы поймем, что это человек, которых, можно сосчитать на пальцах одной руки в целом, которые попали в историю, я бы так сказал. И, естественно, далеко не бытовая ситуация, хотя она выглядела как бытовой. Просто нужно пойти и принести жертву. Единственное, что вместо козленка сына своего принесешь жертву. Ничего, нормально, справишься. И вот именно из-за вот этого накала страстей, из-за навалившихся вот этого всего, и воспринимается ситуация людьми как тяжелая и неуправляемая. Трудная ситуация, когда и чем закончится, непонятно. Это я сейчас напоминаю, читаю о традиционной карте. Уже так забегаю наперед, хочу ее сопоставлять, чтобы у вас складывалось ощущение, понимание и карты из Гюстава Дере колоды. Трудная ситуация, когда и чем закончится, непонятно. Цели кажутся недостижимыми, давление обстоятельств непреодолимым. И вправду, глядя на этого персонажа, есть ощущение того, что он вот-вот надломится, что дать ему еще 11-й жезл, и он уже не вынесет, он просто согнется. То есть все, что он сейчас может делать, он делает и так на максимуме, на пределе своих возможностей. Все, не вынести больше. Очень тяжело, очень трудно. И в целом, давайте так, чтобы не заучивать какие-то слова, чтобы не зазубривать какие-то буквальные значения, у вас должно сформироваться какое-то ощущение карты. То, чем мы здесь и занимаемся, мы будем с вами разбирать конкретного персонажа или какое-то конкретное событие. И, конечно, мы затронем жизнь Авраама так в общем и целом. И все это сделано для того, чтобы у вас можно было сформировать какое-то такое мощное восприятие карты, чтобы когда она выпадает в раскладе, вы в голове щелк: это же Авраам, который должен был принести в жертву своего сына Исаака. Трудная задачка, непостижимая, нереально выполнимая, и куча таких моментов у вас сразу в голове всплывает, и вы, в общем-то, это себе все в подкорпус записываете и понимаете, как это может проиграться в нетипичных ситуациях. Имеется в виду нетипичных, которые не будут касаться жизни Авраама, но они будут касаться жизни вашего клиента, например. Разделил я само описание еще на 5 отдельных таких глав.
это личное саморазвитие, то есть все, что может проходить по стихии воздух, это карьера, собственно, то, что у нас идет по жезлам, это финансовая сторона, то есть какой-то такой быт, зарабатывание денег, но это, конечно, больше карьера, в общем-то, управление с нашими энергиями. Я не устану повторять, и буквально на прошлом уроке говорил, что деньги такая же энергия. Мы потратили свои силы и потратили свое время, то есть силы, умноженные на время, в итоге мы получили за это деньги. Мы превратили наше время, нашу энергию, наш опыт в деньги. Вот поэтому финансы это и является той же самой энергией, то есть только она приобретает какой-то материальный ощутимый вид. Отношения – это между близкими людьми и общее такое описание по реверсу, по перевернутой карте или имеется в виду в негативном прощении. Хотя по отдельности мы будем разбирать в каждой стихии, в каждой сфере нашей жизни будем разбирать то, как эта карта может проигрываться в негативе, что она может означать в негативе. Личное. Загруженность в прямом и переносном смысле. То есть это может как буквально означать какую-то физическую загруженность. Условно говоря, человек занимается в институте, ему нужно прочитать от сих до сих до завтрашнего утра. И он чисто физически садится, делает, воспринимает информацию, он обучается, он получает знания, и это ему сейчас трудно. Но также это может быть перегруженность или загруженность в переносном смысле. То есть, когда, мы все знаем, да, когда вот есть ощущение того, что перегруз. То есть, ты и там, тебе надо и то успеть, и потому сдать экзамены. Если мы уже заговорили об учебе, то давайте эту тему продолжим. И там тебе еще надо хвосты подтянуть. И в итоге, вроде бы как бы чисто физически, не так уж и много ты тратишь усилий, чтобы сидеть, зубрить, учить, на память там какие-то сочинения. Но из вот этого распыления, из-за того, что вот этих вот жезлов много, 10, да, максимум какой-то. Не воспринимайте 10 как буквальное число, ну, я думаю, вы это и так это делаете. Это как некая земная полнота. 10 это какой-то максимум, который вообще может человек себе вообразить. И так оно заложено нашей природой, математикой, в конце концов, нашей, что десятка, 10, 100, ну, то есть какие-то цифры кратные 10, они воспринимаются как некая полнота и завершенность. В конце концов, 10 пальцев на наших руках, на ногах и какие-то прочие такие вещи. В общем-то, десятка издревле укоренилась как цифра, которая говорит о максимальном каком-то показателе. Хотя, мне кажется, все от рук пошло. Да, вот сколько 2 руки максимум можешь взять, вот это и будет тебе десятка. Состояние трудоголика, работающего 25 часов в сутки, потерянность в лабиринте дел, которые надо сделать. Эта карта означает человека, взявшего на себя слишком много, ответственность, которая ему не по силам, или обязательства, которых не в состоянии выполнить, и уже начинающего потихоньку сходить от этого с ума. Ну, честно говоря, тут трактовки могут несколько разниться, я имею в виду в практическом смысле. То есть, что значит, само собой, да, работать по 25 часов в сутки, это перегруз, это может быть и потерянность, потому что человек не особо понимает, куда ему идти из-за навалившихся тяжестей, из-за того, что много дел, много всего. Вот, значит, ответственность, которая ему не по силам, или обязательства, которые не в состоянии выполнить. Вот тут я бы скорее, может быть, не согласился, почему же в прямой карте он их не может выполнить. Это скорее негативное прочтение карты, может уже быть. Он же идет, да, ему тяжело, да, трудно, да, и, как я уже говорил, добавить еще один жезл, и все посыпется. Или там чуть изменить какие-то условия, пригрузить человека, и он сам эти жезлы бросит, либо чисто физически их не удержит. Но нет, сейчас это какой-то максимум, но справляется. Другое дело, что в практике негативное прощение этой карты может как раз означать то, о чем мы только что прочитали, что взвалил на себя слишком много, то есть как будто бы ему надо было 9 жезлов, а он взял 10. Вместо того, чтобы его положить, все-таки решил донести, и это все у него разваливается. Какая-то ситуация однозначно воспринимается как непосильный груз, непомерный гнет, тяжелое бремя, не хочу, но надо. Ощущение неготовности, несостоятельности, несоответствия требованиям этой жизненной фазы. В общем-то, это все вокруг да около, все одно и то же, которое означает что? Означает тяжесть какой-то ситуации. Вы же понимаете, да, что это может быть как человек в этой самой ситуации,
так и ситуация вокруг человека. Ну, что, в общем-то, почти одно и то же. Разница может быть в каких-то нюансах уже в трактовке, исходя из каких-то, может быть, соседних карт. И понимание того, это там физически человеку трудно, это ему морально трудно, и это одно какое-то дело, но просто тяжелое, максимально невыносимое, либо наоборот, это может быть какое-то распыление на много разных дел. Сути не меняет. Мы воспринимаем эту ситуацию внутри себя вот таковой, и карты это показывают. Помним, что инструмент Таро, гадательный инструмент, это эмоциональный инструмент, и он показывает наше субъективное отношение к той или иной какой-то ситуации. Хотя мы пытаемся смотреть на это с объективной точки зрения, как бы внешне, чтобы нам карты показали, как это все выглядит со стороны. Какая-то ситуация, это я прочитал, ощущение неготовности, несостоятельности, несоответствия требованиям этой жизненной фазы. Отсюда подавление состояния духа. Это стресс, а не радость. Ну, опять же, давайте размышлять. Понятное дело, что никто не хочет нести вот такой вот тяжелый груз. И действительно, это может быть стрессом. Но не всегда эта ситуация, в прямом, я имею в виду, позитивном прощении этой карты по десятке жезлов, должна непременно означать стресс. Вполне это может означать, что человек разруливает ту самую ситуацию, он вывозит все эти 10 жезлов, он может выйти из этой ситуации. Ситуация сложилась вокруг него. Давайте уже так будем говорить об Аврааме. Ситуация сложилась вокруг него. Трудная и сложная ситуация. Он ее бросил или он вывез эту ситуацию? Мы еще не читали, но забегая наперед скажу вывез. Тогда однозначно утверждать, что эта ситуация, да, это стрессовая ситуация, понятно, не радостная, ни в этом случае, ни в этом случае. Но подавление духа, опять же, это все чисто внутреннее, да, насколько мы готовы к этим самым трудностям и насколько мы их воспринимаем. Я в какой-то из лекций говорил примерно вот такую пословицу: счастье не зависит от внешних обстоятельств, а скорее от ощущения того, что мы поступаем правильно и наша совесть нас не осуждает. Независимо от того, где мы находимся, в каких сложных обстоятельствах, как бы трудно ни было, но если внутри с самим собой, с Богом, с Абсолютом, вы находитесь в гармонии, и у вас есть вот этот самый внутренний стержень, ощущение того, что вы на правильном пути, то никакие внешние обстоятельства вас не сломают. Вспоминайте фильм «Побег из Шоушенка». В английском языке он называется «Redemption». Это как, скорее, не побег, а как освобождение, как возрождение. Да, вот в английском переводе вот так бы это означало. Но здесь в десятке имеется в виду, что тоже может быть какая-то ситуация, как в случае с Авраамом, крайне сложная, в первую очередь морально, не столько физически, в его случае именно так. Это как некий такой груз обязанностей, как гнет, который на него положил сверху Бог, Создатель, сказал «надо», и Авраам это делает. Ситуация стрессовая, но он из нее выходит, из этой ситуации. Идет борьба за то, чтобы справиться с внутренним напряжением, ограничение собственных жизненных импульсов. Вот это как раз очень хорошо будет по этой карте проигрываться. Там не столько о физической какой-то тяжести и нагрузки. Хотя мы все с вами прекрасно понимаем, что тяжело, не столько тяжело физически порой, сколько тяжело морально. Простой пример. Если девушке нужно принести, предположим, 15 килограмм картошки, и рядом идет мужчина, ну, его тогда можно не назвать порядочным мужчиной, в общем, может быть, поругались, да, вот он демонстративно не хочет помогать нести, а ей надо. Вот она несет, ей так тяжело, и она понимает, что внутри у нее все просто обрывается, опускается, и этих 15 килограмм выглядит просто непосильной ношей, она спотыкается, она может там падать, обливаться слезами. В общем, мы понимаем всю тяжесть и сложность этой ситуации. И на первый взгляд может показаться, что ей в первую очередь тяжело физически. И она так и апеллирует к этому несчастному, говоря о том, что я ведь девушка, я девочка, мне так тяжело, как ты не понимаешь, для меня это нереальный какой-то большой вес. Описал, да? И вторая ситуация, когда она в приподнятом настроении, красиво, разодетая, бегает с
10 пакетами по бутикам собрал уже килограмм 20 покупок, которые ей совершенно не отяжеляют и не обременяют ее. Они скорее, наоборот, вызывают у нее какое-то приятное чувство отягощения. Вот 9 пакетиков взяла, вот еще мне один максимально 10 в руку поместится, вот в Шанель я зайду, вот оттуда точно мне пакетик в руку поместится. И все, и домой. И вот это вот будет максималочка, которую я выполню. Положительный пример, да. И заметьте, что здесь в первую очередь не столько вес и чисто физическая нагрузка ощущается, как некий скорее какой-то моральный груз и ощущение того, что на тебя давят, либо что ты оказался под гнетом обстоятельств. Тут уже не важно, либо это вот тебе Бог повелел, либо на тебя кто-то другой давит в виде там начальника, в виде мужа, жены, тещи, брата твоего, или каких-то внешних обстоятельств, которые сложились. Ты начинаешь ощущать как будто бы физическую какую-то тяжесть или моральную, но это в первую очередь изнутри, из самого тебя идет. Я думаю, вы неоднократно видели фильмы с некими гуру. Вспомнить даже «Матрицу», может быть, немножко такой будет пример притянутый за уши, когда в одном случае его эти агенты Смит побеждали, нанося ему удар, а в другом случае вот он был абсолютно спокоен, уравновешен и мог с ними одной рукой справляться, как будто бы они ему не причиняли вреда, хотя по большому счету чисто физические данные его не поменялись, но он внутри себя что-то там перещелкнул, переключил и понял, что он может легко с этим справиться. Еще одна пословица: невозможно испугать человека, который знает, что его испугают. Вы, когда к этому морально готовы, вас никак не напугать. Поэтому, в первую очередь, 10 – это, сейчас я найду эту замечательную фразу, это идет борьба за то, чтобы справиться с внутренним напряжением. Ограничение собственных жизненных импульсов. Это карта перфекционистов, желающих все сделать на высшем уровне и всем угодить, но в итоге получающих нервный срыв и язву желудка. Я бы сказал, скорее, в негативном прочтении карты, в позитивном. Все-таки это человек, который способен справиться. Много взвалил, очень много на себя взял, но все разрулил. Как заметила Ума Турман, цитата на английском: «You cannot be full-time mama and full-time actress». Вы не можете быть, на постоянной основе, да, или все время мамой и одновременно актрисой. Типа на полную ставку не может быть и мамой, и актрисой. То есть или то, или то. Добавьте сюда еще, кроме актрисы и мамы, добавьте еще там студентка-заочница, добавьте сюда еще хождение на курсы по вождению автомобилем, добавьте сюда еще каких-то там пару десятков важных, невозможных каких-то, те, которые нельзя отложить, безотлагательных каких-то обязательств либо обстоятельств, которые нужно выполнить. И в какой-то момент можно сломаться. Карьера – это у нас все, что будет касаться работы, саморазвития, продвижения себя в социуме, вот это вот восхождение по лестничке. Успех дорогой ценой. В целом, так если можно характеризовать. Это карта человека, которому удалось что-то одно. Например, устроиться на желанное место. Но сейчас перед ним стоят еще большие цели, и достигнуть их будет очень непросто. Огромная ответственность, возможно, превосходящие реальные знания и умения. Поэтому человеку приходится прилагать колоссальные усилия и выкладываться на 110%, чтобы удержаться на плаву. Типичный мандраж молодого работника. Заметьте, как часто 25 часов в сутках, 110%, то есть постоянно идет речь о том, что нужно выйти за пределы возможностей, нужно прыгнуть выше головы. Чтобы вы понимали, действительно, это очень трудная карта. Это не просто ситуация, которую ты понимаешь, что да, это трудно, но мы такое уже проходили, плавали, знаем, справимся. Нет, это как раз и есть вот этих 110%, 25 час. То есть все это звучит из разряда нереального, невыполнимого, на грани фантастики, чтобы это случилось. Это очень трудно, и действительно можно сорваться, взорваться, и не зря мы в первом разделе, когда читали про личное, говорили о внутреннем давлении, о внутреннем напряжении, что в первую очередь нужно с ним справиться.
Не столько здесь там чисто физически там разделить какие-то там обязанности, все разложить по полочкам. Да, по работе тоже может прослеживаться это самоупорядочение, но оно в большей степени по 8 жезлов идет. Вот это самое какая-то раз, два, три, четыре, вот эти вот ритм, да, какой-то рабочий. Здесь же не столько ритм, сколько способность совместить несовместимое, способность разложить так много задач и свести их в этой одной точке, вот так их все суметь взять веером, чтобы ни одна не упала и все при этом были в руках. Десятка жезлов может быть не только трудностями начинающего, но и платой за большой и очень большой успех. Еще вернемся на предыдущее предложение, да, по поводу мандража молодого работника. Помним, да, мы все с вами оказывались в какой-то ситуации новичками, когда давление осуществляется со всех сторон. Мало того, что ты сейчас на новом месте, это уже на тебя давит. Во-вторых, ты действительно ввиду своей какой-то некомпетентности можешь выполнять какие-то задачи медленнее или выполнять не так. Еще одно давление оказывается. Плюс желание соответствовать какой-то более высокой должности, высокой планке, либо этому новому месту. И вот таких вот еще пунктов можно набрать с десяток. Там ожидание дома, придешь домой, жена спросит, как был твой первый рабочий день, рабочая неделя. И где-то еще какие-то моменты, которые могут создавать то самое давление. И в итоге мы все с вами знаем знаменитые сцены, ну как знаменитые, имеется в виду типичные сцены из фильма, когда человек вроде бы дома прекрасно готовит, вот так вот подбрасывает яичницу на сковородке, но когда перед ним собралась комиссия и сейчас нужно это сделать в виде конкурса, у него все, и яйцо не так разбивается, и нож из рук валится, и пламя вспыхивает так, что волосы ему обжигает. То есть вот все из рук валится. Почему? Потому что внутри он не смог справиться с этим всем напряжением. Почему-то для меня, вспомнил пример из детства, как легко идти по бордюру, все же ходили в детстве по бордюрам, да, можно идти, вот, ступать себе спокойно, и ты не свалишься ни влево, ни вправо. Но как только та же самая задача становится с тем, чтобы ты должен идти по забору, знаете, такие заборы раньше были металлические, ну как, невысокие, где-то, наверное, 1,5 метра, с широкой сверху металлической перекладиной, в принципе, по ширине как бордюр. То есть чисто физически ничего не поменялось. Ты идешь по такому же бордюру, с той лишь разницей, что морально ты понимаешь вот эту высоту. И ты можешь свалиться, ну, не совсем удачно, особенно для пацанов. Не стоит рисковать ходить по бордюрам, если проблемы с вестибулярным аппаратом. Так вот здесь в первую очередь моральное ощущается давление. Вот по десятке это тоже имеет место быть. Напоминаю, да, это физические какие-то проявления, это перегрузы на работе, это давление внешнее. Но именно от нас с вами зависит то, как мы на это среагируем и как мы справимся. Кроме, конечно, объективных вещей. Ну, если ты там, условно говоря, на работе там 0 вот в этой профессии, то понятное дело, что не справишься, чисто физически не вывезешь. Но, как мы сами знаем, зачастую ситуация несколько о другом. Я только что привел пример с подбрасыванием яичницы. 100 раз дома жарил, подбрасывал, а вот пришли гости, собрались, не смог, не получилось. Ожидания завышенные были. Так. Значит, десятка жезлов может быть не только трудностями начинающего, но и платой за большой и очень большой успех. Это тот самый случай, когда человек зарабатывает много денег, но у него нет возможности их потратить. Ему могут принадлежать комфортабельный дом или тропический остров, но он там никогда не бывает, потому что у него нет времени, он все время работает. Это если мы говорим о карьере, да, вот тоже такой синдром человека, который достиг всего, достиг большого успеха, но у него нет возможности и времени наслаждаться теперь этим успехом. Почему? Потому что у него так много ежедневных обязанностей, он так много на себя взвалил, он так много взял этих жезлов, и впору было бы перейти уже, мы помним, да, с вами, что после десятки, имеется в виду после числовых арканов, идут придворные карты. И там уже с непосредственной степенью влияния тебя на эту ситуацию. Будь то ты паж, рыцарь, либо в идеале король. Когда ты находишься уже над ситуацией, ты уже можешь нанимать людей, ты уже можешь этой ситуацией управлять не самостоятельно, как это слово, делегировать ответственность кому-то другому. Так вот, по десятке это ты сам все пытаешься разрулить, ты сам все пытаешься решить.
Пусть ты, конечно, даже и глава фирмы, и понятное дело, что у тебя есть ряд каких-то подчиненных, но все равно ты столько на себе еще оставил всех этих обязанностей, что у тебя не хватает времени наслаждаться всем тем успехом, который ты уже достиг. Это мы говорим по поводу карьеры. Финансы. По финансам. Озабоченность проблемами имущества и достатка. То есть, когда это вот просто давит. Гнет финансовых проблем. Ну, по большому счету, такие предложения и синонимы, что одно, что второе. То есть, ощущение того, что надо заработать денег, надо заплатить за то, заплатить за все. И, конечно, эта карта, она как-то несколько перекликается с девяткой мечей, да, даже не с десяткой, а с девяткой, помним, да, вот девушку, которая схватилась за голову от того, что вот много этих мечей прям в голове. Но там в голове, там действительно больше похоже на депрессию, ведь реальной опасности не существует, а здесь мы говорим о чисто каких-то физических явлениях. То есть действительно надо, это не просто тебе в голове, а действительно надо тебе сделать то-то, надо то-то, то-то, то-то. И от этого никуда не денешься. Невозможно просто выпить таблеточку волшебную, запить ее стаканчиком воды, на утро проснуться, фух, это был страшный сон. Это никуда не денется, это надо разруливать. Поэтому по финансам это гнет финансовых проблем, трудная ситуация, когда и чем закончится, непонятно, можно только покориться и тащить. В скобочках авторы пишут «типичная карта ремонта». Но я вот, если честно, тут не до конца согласен насчет того, что трудная ситуация, когда и чем закончится, непонятно, можно только покориться и тащить. Вот как раз десятки все говорят, что это... Да, она не говорит, когда это закончится, но она также и означает, что это максимальная какая-то трудность. То есть не будет 11-го жезла, не будет 12-го жезла. Это максимум, который сейчас в этой ситуации сложился, который есть. Тут уже от тебя зависит, насколько ты отреагируешь на это, вывезешь, либо не вывезешь. Но тебе никто еще не накинет поверх. Если это уже десятка, то это десятка. Все, это уже максимум, это уже потолок, это крыша. А здесь авторы пишут о том, что когда и чем закончится, непонятно. Ну да, нет, еще раз говорю, ощущение времени, но просто оно как-то прозвучало так фаталично, может быть и еще хуже, нет. То есть успокаивать должно то, что это некий максимум, если вы способны его пережить, как эта пословица. Как же она? Бог дает испытания, может быть, своими словами, те, которые человек может вынести. Мол, Бог не даст тех испытаний, которые человек не способен перенести. Все мы, конечно, знаем, что в жизни, к сожалению, не всегда так происходит. Порой бывают такие испытания, выпадают на долю человека, что он, или ты со стороны, глядя на него, думаешь, ну, я бы такой точно не вынес. Но библейские примеры показывают, что, оказывается, можно вынести. Типичная карта ремонта, да? Кто занимался ремонтом, кто делал ремонт, особенно когда это первый раз, то есть не ты профессиональный строитель, и ты знаешь, что зачем пойдет, что сейчас ты купишь унитаз, а послезавтра можно будет уже покупать ковры. То есть есть какая-то последовательность, алгоритм, ты в этом профессионал. Нет. То есть когда человек делает ремонт своими силами, и куча обязанностей, и краску купить, и плинтуса купить, и то надо прибить, и то сделать, и это происходит не просто в ситуации, как у девушка бегала с пакетиками по бутикам, и это были такие приятные покупки. Нет, это порой какие-то вынужденные, рутинные, надо спорить, доказывать мужу, почему именно это паркет, а не вот этот ковролин мы будем сюда стелить. И куча вот таких вот моментов, когда чисто физически трудно, еще и морально трудно. Потом еще и звонит прораб, строители говорят, закончится плиточный клей, нужно срочно подвести, а ты при этом находишься на работе, а муж в командировке. И что делать вообще непонятно, потому что ты девушка, как тебе этих пару мешков привезти сейчас? Вот это вот ощущение и состояние, точнее, ремонта, оно как раз передает ощущение по этой карте. А мы помним с вами, что финансы – это вот тот самый ремонт и есть. То есть это какие-то физические явления, проявления нашей жизни, которые можно вот потрогать, пощупать, увидеть, ощутить. Деньги и то, что за них можно купить. Наш быт, наш диван, наши стены, кровля, отпуск, какая-то поездка и так далее. Значит, типичная карта ремонта, но дом уже совсем рядом. То есть, глядя на эту карту, да, авторы намекают на то, что хоть человек и не видит толком, куда он идет, потому что ему груз вот этого всего обязанностей перекрывает, но тем не менее
конец близок, дом уже виден на горизонте. Это сейчас столкновение и перенапряжение, это заботы и проблемы, истощение и перегрузки. Это вот в сфере финансов. Отношения. Отношения – это у нас между близкими людьми. Чаще всего это противоположных два пола. Перегруженность обязанностями и ответственностью. Смирение с положением рабочей лошади или прислуга за всех. И потихоньку растущее желание однажды разнести этот непосильный воз в клочья и уйти в неизвестном направлении. А вот эта фраза как раз очень хорошо вяжется, вяжется она с прямой и с перевернутой картой. Вот в одном случае это и перегруз обязанностями, как вот мы проводили, я только что приводил пример с ремонтом. Параллельно с ремонтом еще надо детей из садика забрать, надо старшего отвезти там, на музыку, а младшего или младшую к репетитору по английскому. И еще куча каких-то обязанностей, и там еще кто-то позвонил из салона красоты, у нас скидка, нужно тоже успеть забежать. Вот это вот все, когда наваливается, вспомнил анекдот, потому что его рассказывать не буду. И в итоге получается, что человек в какой-то момент может сорваться, да, у него появляется самое стойкое желание вот, перевернуть карту и просто разбросать, сказать «хватит», и все в отношениях. Имеется в виду, кому он скажет «хватит» человек. Но если он один, если некому сказать, то это не про отношения, это будет про что-то другое. Это уже там личное будет, там, по мечам, по воздуху. Нет, здесь имеется в виду взаимоотношения двух сторон. И однозначно какая-то из сторон будет недовольна. То есть какая-то из сторон может делать вот так долгое время, либо недолгое, зависит от человека и от ситуации, а потом сделать вот так. Просто, либо чисто физически. Вот он, может быть, и хотел, или она бы хотела по своей молчаливости, ввиду своего характера, взвалила все на себя и тащит такие все жезлы. А потом ей еще парочку докинули, она сломалась, ослик сдох, и эти все жезлы рассыпались. А может человек просто взбрыкнуться, именно «здрасте, а что-то я должна», и эти жезлы все разбросать по сторонам, еще кому-то по зубам может попасть. Тут уже варианты могут быть разные. Но это желание пока еще не оформлено и подавлено. То есть вроде как бы тянуть надо, ты это тянешь, и до конца еще не понимаешь, а зачем я тяну, куда я тяну, а надо ли тянуть или нет. И может какие-то мысли возникают, но как таковое желание это еще не оформлено, и, соответственно, нет какого-то окончательно принятого решения, чтобы это сделать. То есть карта это покажет именно процесс здесь и сейчас. Дальнейшие карты в динамике, они покажут уже, куда ситуация сдвинется. Но то, что эта карта описывает, она описывает нынешнее положение. Либо вот такое пока еще человек вывозит, либо вот так, что будь осторожен, возможно, будет шкандаль. Не видя никаких перспектив, не понимая происходящего, человек тащит этот воз, делая то, чего от него ждут. А в паре всегда кто-то чего-то ждет, особенно когда это взаимоотношения людей, которые уже взаимоотношения сформировались, живут вместе, как муж и жена, или, может быть, как гражданские, либо имеют какой-то общий быт. Есть понимание, кто чистит картошку, кто варит суп, кто выносит мусор, кто идет за покупками. И если все перечисленные обязанности ложатся на плечи одного человека, а второй лежит перед телеком, щелкает пультом, либо только красит ногти, то понятное дело, что диссонанс такой рано или поздно возникнет. Он возникнет в любом случае. Разница будет лишь только в том, выплеснет человек это наружу, либо будет пытаться это внутри все подавить и схавать. Этот аркан указывает не на объективную нагрузку, а на специфическую узость мышления и отношения к жизни. Мы это с вами говорили и в личном. По сути, это ноша лишь комплексы и страхи. Страх не понравиться, не угодить, оказаться плохим человеком в чьих-то глазах. Именно это, вкупе с гордыней «я могу все», заставляет брать на себя слишком много. И так оно зачастую и есть. Да? Вот как говорят, можно сесть человеку такому на шее и ножки свесить. Или есть другая пословица: не стели мягко, или не стелись мягко, или не стелись дорожкой, не вытрут об тебя ноги. Вот это желание как раз угодить, желание показаться
лучше, чем ты есть, либо просто показать свои хорошие качества и хорошие свои стороны в купе с некой гордыней и ощущением того, что я могу все, либо я это могу, я еще и это могу, а я еще и это могу. Я и забыл эту пословицу. Ладно, не вспомню. В общем, я все могу, и в итоге вот человек сам на себя может это все навалить. Или позволить, чтобы на него это навалили. Так же, как и в случае профессии, здесь очень важен образ в глазах других и желание удержаться на определенном уровне, сохранить достигнутое положение почти любой ценой. Так и есть, с той лишь разницей, что там мы самоутверждаемся в социуме, на работе, в карьере, а здесь мы также самоутверждаемся в паре, в семейной паре, в паре между мужчиной и девушкой. Мы самоутверждаемся, мы хотим зарисоваться, мы хотим показать, кто мы есть. И показать себя порой с самой лучшей стороны. Но можно перегнуть палку, точнее 10 палок можно перегнуть, можно себя перегрузить. В общем, как сказать, создать благодатную почву для того, чтобы стало тяжело. Человек напрягается сам, напрягает другого, все воспринимает очень и очень всерьез. Вспомнил, такая пословица есть. Ты думаешь, один другого спрашивает, ты что думаешь, что жизнь настолько проста, как тебе кажется? Тут нет, конечно, так не думаю. А он ему отвечает, нет, она еще проще, чем есть на самом деле. И вот это вот ощущение того, что порой в каких-то ситуациях человек все не то что усложняет, он становится перфекционистом, и он пытается все как-то максимизировать, все как-то усложнить, все сделать понятно, откуда это желание. Да? По высшему разряду один раз живем, надо, в общем-то, испить эту чашу сполна и насладиться этой жизнью, и все-все-все. Но порой это может перегружать. То есть можно перейти границу этого. Мало того, что ты сам в этом варишься, ты в этом живешь, но ты также подпрягаешь и второго человека на это все. А не стоит забывать, что люди разные. Как минимум, если мы разделим их по картам Таро, это 4 стихии, 4 типа темперамента. Но на самом деле более многогранен характер человека. Сюда еще и планеты добавятся, и воспитание, и гормоны, и гены, и куча-куча всего. И может возникнуть в какой-то момент две противоположности, как говорят, не сошлись характерами. Что одному человеку хорошо, то второму человеку смерть. В этот момент надо учитывать и за этим наблюдать. Если тебе человек дорог, если ты хочешь построить отношения в паре, то смотри, как бы не создавать такие ситуации, чтобы не перегружать вторую половину. В первую очередь морально. В сочетании с манерой давить на партнера дает отношения, развитие которых требует огромного количества усилий и не приносит ни радости, ни наслаждения. То есть вот это самое давление, вот это самая манера какая-то, манера поведения, давить, создавать ситуацию. Порой можно даже ничего не говорить, не высказывать, не орать, не кричать, просто молча посмотреть или как-то так вздохнуть, или еще дать человеку понять, что, не совсем, конечно, это то, что я ожидала вот после нашего ремонта, честно говоря. Примерно так, да. И когда это прослеживается во всем, в каждой мелочи, это накапливается в человеке, это создает внутреннее напряжение, дискомфорт, и в какой-то момент можно вот эти все жезлы просто выбросить. В десятке жезлов ощутим элемент насилия, подавления и перебора, поэтому для интимной жизни она имеет скорее негативное значение, о котором бывает нетрудно догадаться в зависимости от контекста ситуации, имеется в виду от соседних карт. Потому что если мы говорим об интимной близости между людьми, такая карта явно говорит о какой-то тяжести. И уж точно это не будет тяжесть чисто физического характера, скорее это какой-то некий перегруз, какая-то обязанность, чувство какого-то долга, какое-то давление. Мол, вот и корову подоила, и свиньям дала, и детей накормила, и то сделала, а вот еще о чем-то забыла. Так, в реверсе, в перевернутом значении. В современных руководствах акцентируются два значения. Либо сбрасывание ноши,
то есть побег из угнетающей ситуации. Вот тут, пожалуй, возможен и оттенок предательства или ущерба для репутации. Либо указание, что человек надорвался и поплатился за это здоровьем или удачей. Может символизировать деструкцию во всем ее многообразии. Возможно, также желание свалить с больной головы на здоровую. По-моему, я уже перед этим упоминал о том, что тут два варианта. Либо человек сам это все сбросит, либо он сломается. То есть, либо лошадка взбрыкнет и сбросит все эти 10 жезлов, либо ослик сдохнет, и все равно он ляжет, эти 10 жезлов рассыпятся. Тут вариантов не так уж и много, честно говоря. Имеется в виду в реверсии, в негативном прочтении этой карты, либо при каких-то соответствующих картах, которые дают негативный оттенок этой карте. В прямом значении человек вывозит трудно, но справляется, как Авраам, к которому мы сейчас вернемся. Ну, давайте мы с вами глянем теперь в 10-й дом. Честно говоря, не насколько сложно мне морально даже, когда я готовлюсь, сопоставлять в колоде Таро стихии, которые выражены, например, там жезл имеется в виду огонь, там пентакли земля, да, а в зодиакальных домах там, есть водные знаки, есть земляные, воздушные, земные, простите. И как бы 10-й дом – это Козерог, это земля и его жезлы. Но, честно говоря, я был для себя несколько удивлен, насколько все-таки совпадает. Но справедливости ради стоит сказать, что ряд астрологов, они шире, конечно, смотрят на все эти зодиакальные соответствия и принимают во внимание в том числе и планеты, которые появляются в тех или иных знаках зодиака. А учитывая еще, что между созвездиями, что между картами Таро нет какой-то четкой границы, имеется в виду, есть же какой-то момент планового перехода из утра в день, из дня в вечер, да? Можно четко сказать, что 7 утра это точно утро, а час дня это уже точно день. Но сидя на природе, наблюдая за тем, как происходит смена утра и дня, в этот момент не заметите. Нельзя будет сказать, вот тут, вот сейчас остановите, вот это будет утро, а вот это уже день. Невозможно. И также между зодиакальными знаками, когда они между собой находятся рядом, границы четко нет, они смазаны. Так вот, многие третью декаду Стрельца как раз относят вот к десятке жезлов. Третья декада Стрельца, управляемая планетой завершенности, Сатурном, закладывает основу трансформации энергии в материальные результаты и описывает ее проявление на земном плане. Сложные предложения, я понимаю, но сейчас, когда мы будем с вами читать о 10-м доме, вы поймете, о чем идет речь. Имеется в виду, что под управлением Сатурна, а третья декада Стрельца – это как бы то, что уже близко к Козерогу. Почему я и сказал о смазанности границ, да? Так вот, закладывается основа трансформации, то есть какие-то перемены в материальные результаты. То есть что-то, условно говоря, внешнее, что-то там исходящее свыше, извне, оно может превратиться во что-то ощутимое, в что-то, что можно потрогать, что можно назвать физическим, что можно увидеть и воспринять нашими 5 органами чувств, то есть уже по пентаклям, так сказать, воспринять это все дело. Для представителей этой декады, более чем для предыдущих, важно воплощение идеи в действительность. А поэтому важны и общественное положение, и авторитет, способные защитить идею в мире. Почему я ставил эту фразу, это предложение? Потому что она очень хорошо у нас будет вязаться с Авраамом. Именно в этой сцене она вообще будет вязаться со всей его жизнью. Просто, как часто это бывает с библейскими героями, в какой-то момент наступает ситуация, когда все, для чего ты жил, помните, как с Самсоном, да, вот в случае. Вот все, ради чего ты жил, все, чему ты учился, для чего ты в себе воспитал какие-то черты характера, все это в какой-то момент тебе нужно, все это тебе понадобится, для того, чтобы вот здесь и сейчас это исполнилось, чтобы ты мог что-то совершить. Так вот, с Авраамом именно эта ситуация и происходит. И когда мы читаем сейчас о третьей декаде Стрельца, то есть то, что уже очень близко к 10-му дому, Козерогу,
то мы как раз читаем о том, что для представителей этой декады важно воплощение идеи, некой идеи. Что такое идея? Да, это какие-то заповеди, это какой-то голос свыше Господа. Воплощение идеи в действительность. И важны общественное положение, авторитет, и они способны защищать эту идею в мире. Увидим с вами, как это хорошо потом проиграть по Аврааму. Но идея на этом уровне может превратиться в догму, а проповедуемые высокие принципы перестать согласовываться с довольно низменной и честолюбивой позицией на практике. Но это скорее в таком негативном упрощении, как если бы действительно Авраам так уверовал, что жертвоприношение людей способны задобрить богов, что догматично стал бы эту идею продвигать в массы. В общем-то, нехорошая была бы ситуация. А теперь, собственно, 10-й дом, да, то, что у нас уже по Козерогу. Символические управители. Козерог. Тут же у нас есть Сатурн, кульминирует Марс, в заточении Луна, в падении Юпитер, Нептун. Здесь внешняя реальность оказывается сильнее человека и требует материализованной в поступке или выборе реакции, к чему средний человек не привык, чего он боится и, как правило, не любит. Напоминаю, что в основном информацию я беру из книг Авессалома Подводного, и он там зодиакальные дома больше рассматривает в разрезе человека. Не столько там какие-то внешние ситуации, само собой они есть, сколько имеется в виду человек, либо его внутренняя какая-то борьба с самим собой, взаимодействие с внешним миром, взаимодействие с абсолютом, это все равно какая-то будет внешняя реакция на каких-то разных уровнях развития в том или ином доме. Кстати, хочу напомнить, что мы с вами уже 10-й дом разбирали подробнее, когда рассматривали карту башня. Помните, у нас была Вавилонская башня, и вот там мы смотрели 10-й зодиакальный дом полнее. Там мы уже, хоть там у нас была, к сожалению, не какая-то персоналия человека, а у нас в целом было некое такое явление, какой-то народ, но мы там основательно прошлись по этому зодиакальному дому, по всем 4 уровням его прокачки. Если интересно и не видели эту лекцию, ищите, башня, смотрите. 10-й дом управляет совершенно конкретными проявлениями духовности и бездуховности человека. Но это нужно уметь, увидеть и понять. И вот здесь Авессалом Подводный как будто бы прям списывал с этой карты. Или со Святителя Скоробео как будто бы списывали с Авессалома Подводного. Но что мне подсказывает, что ни один, ни вторые знакомые друг с другом не были. Абсолют действует через проявленные структуры, и человеку приходится менять или ставить себе конкретные цели и задачи в качестве непосредственной реакции на эти действия. Мы посмотрим взаимодействие на протяжении всей жизни, и конкретно в этой ситуации, взаимодействие Авраама, который как бы по 10-му дому, вот эта ситуация проигрывается у нас по 10-му дому, и взаимосвязь с Богом, с Абсолютом. То есть вот это Абсолют, он выступает здесь в виде какого-то внешнего давления, в виде какого-то, как здесь написано, сейчас, Абсолют действует через проявленные структуры. Структуры это по-разному может быть. Это могут быть какие-то в буквальном смысле иерархические структуры, какие-то, если мы говорим о религии, институты религиозного характера. Если мы говорим о работе, это какие-то могут быть там корпорации с разным уровнем. Мы сейчас чуть-чуть об этом поговорим. Но в случае с Авраамом в древности это было там какое-то прямое обращение посредством сна, либо явление через ангелов, которые ему извещали волю Господа. И человеку приходится менять или ставить себе конкретные цели и задачи в непосредственной реакции на эти действия. То есть вот это вот прям четко в этой ситуации. Бог говорит, надо сделать так-то и так-то. Авраам не собирался это делать, мы с вами почитаем. У него были совершенно иные планы. И вообще на своего сына, и еще до рождения своего сына на своего будущего потомка. Но появлялся некто, с большой буквы появлялся Господь, сообщал ему волю, появлялись внешние обстоятельства, и Авраам, исходя из них, менял свои действия, он реагировал на это. В любой ситуации дома 10-го присутствуют два характерных элемента. Во-первых, давление внешнего мира, заставляющего человека отреагировать, то есть поставить себе новую конкретную цель или задачу.
И, во-вторых, момент выбора этой цели из нескольких возможных. Если хотя бы один из этих элементов отсутствует, то 10-й дом не включен. Главное правило. 10-й дом подразумевает два фактора. Первое – это внешнее давление. В случае с Авраамом это было давление, оказанное со стороны Господа. А второе – само собой, внешнее давление – это реакция человека на это давление. Но второе – это момент выбора. То есть человек может это принять, либо отказаться. Как минимум уже есть два варианта. Либо принять этот вариант, либо этот. Если это давление работодателя, скажем, да, который говорит, нужно выполнить, нужно сделать, дедлайн, завтра, все срочно. Но он не говорит конкретно как. И человек может либо так сделать. Но в любом случае два вот этих фактора должны быть включены. Давление внешнее, реакция на это все, которая выливается в твою волю. То есть ты волен сейчас. Тебе просто сказали делай, да, но ты можешь либо согласиться, либо отказаться. Никто тебя чисто физически за руку не берет с твоим ножом и не режет твоего сына. Тебе сказали, это надо сделать. Ты можешь отказаться, у тебя есть воля свободного человека. Таким образом, для 10-го дома характерны два чувства. С одной стороны, свобода воли и необходимости выбора, а с другой – активизации и усиления внешних ограничений, требующих перемены поведения и направления мышления. Ну, как говорится, первое проистекает из второго. То есть, коль мы говорили, что есть внешнее давление, и второй человек должен сделать выбор между чем-то и чем-то, то отсюда у нас получается, что с одной стороны, значит, есть свобода воли, но также есть необходимость выбора. То есть тебе надо выбирать это либо это. Никто за тебя этот выбор не сделает, ты сделаешь его сам. Ты, может быть, с ним согласен, либо не согласен, может, тебе нравится или нет, он может привести к плохим последствиям, либо нет. Но от тебя сейчас зависит. Создались очень сложные по десятке, очень невыносимые, трудные, тяжелые обстоятельства, и только от тебя зависит, как ты будешь поступать. Это с одной стороны, а с другой – активизация и усиление внешних ограничений, которые требуют перемены поведения. То есть не ждите легкого варианта. По 10-му дому это будет максимум, это будет трудно, это будет такой прессинг, будет такое давление, что тут так, либо ты сломаешься, либо выстоишь. Стоит 10-й дом и над начальником, и над подчиненным. Над начальником, который который выдает задание, поэтому по 10-му дому идут подчиненные, которыми он руководит как исполнителями, но не его личные воли, а некой общей задачи или программы. В случае с Авраамом будем смотреть, что если мы это будем сейчас читать, а если нет, то вы и так знаете, что очень часто Господь являлся не напрямую, не во сне, а через ангелов. То есть, да, вот в данном случае ангелы пусть будут как начальники. И они просто извещали волю Господа своим подчиненным, которые должны были ее делать. В итоге есть ощущение того, что это какая-то некая общая задача, некая общая идея. Представьте теперь, может быть, такой более простой приземленный пример. Люди, которые работают в большой компании, корпорации, знают, что, предположим, там, что-то мне в голове ни с того ни с сего компания Starbucks всплыла, да, у них там есть девиз. Я не знаю, насколько он правдивый, свежесмолотый кофе всем, да, или там доступный свежемолотый кофе всем. И люди, соответственно, в целом, во всей этой компании, они подвержены этому принципу. У них там какие-то происходят корпоративы, ежегодные встречи, им это внушают, втирают, что так вот будет хорошо, так правильно, мы идем этой дорожкой. И в итоге, когда руководитель подчиненный на любом уровне отдает какой-то приказ, указание, просьбу, как хотите, так это и называйте, сути не меняет. Он это как будто бы не от себя ретранслирует, а как от имени корпорации, от имени абсолюта. В данном случае есть некий эгрегор, вот такой вот, да, рабочий, старбаксовский. И это нет чего-то личного, это скорее такое что-то безличностное происходит между руководителем и подчиненным. Как здесь сказано? Значит, стоит 10-й дом и над начальником, выдающим задание, и над подчиненными, которыми он руководит как исполнителями, но не его личной воли, а некоторые общие задачи или программы. То есть компания Starbucks сказала, что у нас доступный кофе для всех. Что же ты какой-то шмурдяк варишь, да? Для этого тебе надо там то-то, то-то, то-то сделать. Почему ты не преследуешь эту общую цель? Ничего личного, только бизнес, да, как любят говорить американцы.
Характерное ощущение усиления давления, ужесточения ограничений, обострения совести и чувства долга, или наоборот, протеста против своей судьбы и необходимость поиска выхода из неприятного положения, часто путем выбора своего отношения к происходящему. А я, Авраам говорит, не согласен, не буду я сына своего резать. Что такое там себе Господь вздумал? Надо же, сын ты у меня этот единственный, наследник мой. Ты что сказал мне? Я произведу от него потомство. Выйди, посмотри на звезды. Посчитать можешь? Нет. Вот и потомство у тебя будет такое же многочисленное. А тут говоришь, что надо убить сына моего. Нет. Какой-то должен быть альтернативный вариант. Не может быть такого. Не согласен, не верю, отказываюсь. Вот в негативном прочтении вот так бы могло и выглядеть. По 10-му дому идет каждодневное духовное воспитание и испытывание человека на материале его внешней жизни. И, разумеется, в внутреннем отношении к ней. Как часто, да, вот по 10-му дому нужно вынести главное, что есть внешние какие-то тяжелые, трудные обстоятельства и наше внутреннее к ним отношение и выбор. Согласен, как минимум, не согласен. Буду так делать или сбрыкнусь, не буду так делать. И вот эти вот ситуации по 10-му дому, они идут такие вот каждодневные, ежедневные духовные испытания. В случае с Авраамом в его жизни много было таких испытаний. Ситуации 10-го дома дают наиболее сильное включение человека во внешнюю реальность и самое непосредственное ощущение мировой кармы, которая только ему доступна. Это вот прям про Авраама. У него было и наиболее сильное включение в эту внешнюю реальность, и самое непосредственное ощущение мировой кармы, то есть божественной воли, которая только человеку доступна. Сильный 10-й дом дает человека, который столкнется с необходимостью принимать разнообразные решения, что часто ставить себе и другим конкретные цели и задачи и во множестве давать и получать советы. Кроме 4 уровней прокачки дома, есть еще дом, который сильный, то есть сильно развитый, есть слабо развитый, есть гармоничный и есть пораженный. Я все варианты не выписывал, я выделил те, которые наиболее касаются нашего персонажа Авраама, о котором мы так много говорим и о котором еще почитаем. Есть отчетливый оттенок безличности, когда человек говорит не от себя, а словно возвещая чью-то высшую волю, начальство, административные системы или непосредственно абсолюта. И мы сами увидим, что он же не молча взял Исаака за руку и куда-то там повлек его, да, мол, батя, что ты молчишь, идем молча уже с тобой 3-й день, а ты ничего не говоришь. Понятное дело, что было что-то говорено, я уже не помню по Библии, сказал он ему на самом деле, куда он его ведет или нет, но явно, что был какой-то разговор, который, скорее всего, ретранслировался как то, что, мол, на все воля Божья, да, то есть не я так захотел, извини, сынок, и даже в моменте, когда он занесет над ним нож, явно давал понять сыну, что это не он его ненавидит, хочет убить, так надо, значит, вот, да, прости, но вот так вот. Абсолют, начальство, высшая там какая-то карма, судьба, она вот так вот повелевает. И человек просто это ретранслирует безличностно. Как я уже говорил, ничего личного, только бизнес. Здесь задача и сложность заключается в последовательном искоренении личного отношения, то есть соскальзывания в 1-й и 6-й дома, там как раз личное идет, и выработке чувства профессионального долга, то есть постижение этики эгрегора, иерархии и лично своей в нем. Как я уже говорил, пример со Starbucks, да? То есть человек уходит от личного, он может визуально казаться, что он гневается на этого подчиненного, что он там просто слюной брызжет, но на самом деле он выполняет, знаете, как бывают такие сотрудники в компании, которые ощущение, что они вот родились уже там с печатью Starbucks на руке, то есть вот он просто, как будто бы ему за это больше всех платят, он такой рьяный, как фанатик какой-то религиозный. Вот он готов отстаивать идеи этой компании, этой корпорации. И вот, скорее всего, что в разумной мере о таких людях идет речь, когда они ретранслируют высшую волю эгрегора. Я сказал, что эгрегор это может быть что угодно, от чего-то маленького до некого абсолюта. Вот в данном случае старбаксовский эгрегор говорит, что мы делаем доступный кофе для всех.
заварной кофе, нерастворимый там какой-то, для всех. И, значит, коль доступность, коль для всех, то давайте жить по этим принципам. И человек просто, когда видит, что что-то происходит не так, он это пытается направить в нужное русло. И здесь задача, ты уже прочитал, значит, давайте еще раз. Здесь задача и сложность заключается в последовательном искоренении личного отношения, то есть соскальзывании в первый шестой дом, и выработке чувства профессионального долга, то есть постижении этики эгрегора, иерархии и лично своей в нем. Подчиненный не слуга, начальник не хозяин. Исполнение задания не есть личная услуга или достижение, а совершается во славу иерархии. Когда-то я давно читал книгу «Племя», называется так «Племя», но она в большей степени о маркетинге, о том, как создать успешную компанию. Очень интересная книга, несмотря на, может быть, такую какую-то направленную узкую специализацию. И вот там также шла речь о том, что компании и люди в целом в жизни, в компаниях могут ощущать себя на разных уровнях прокачки, проработки. Так вот, наивысший уровень любой компании – это вот то, о чем мы сейчас с вами прочитали, когда отсутствует вот это самое личные отношения, нет понимания, что подчиненный – это слуга, что начальник – это хозяин, что есть выработка чувства профессионального долга, то есть что мы просто все служим иерархии, то есть когда у компании есть центральная идея, которую они преследуют, которой они, если хотите, поклоняются, в хорошем смысле этого слова, такая компания, она выстреливает выше всех на голову, потому что у нее задача не заработать денег. У нее есть какие-то идеи, какие-то постулаты, какие-то принципы, высокие идеалы, к которым эта компания стремится, и все сотрудники внутри этой компании стремятся. И тогда это выглядит как нечто совершенно иная структура. Люди, каждый человек там внутри компании, от уборщицы до гендиректора, они себя ощущают единым целым, ну, как бы частичкой, каждая частичка единого целого организма, который каждый выполняет свою важную роль на своем месте. Очень интересная книга и поразительное явление, и там приведены яркие примеры существующих компаний, которые сейчас работают и функционируют, которые переходят, по-моему, там 5 уровней, иногда с 4 на 5, чуть-чуть отличаются. Компании, которые чаще всего уже преследуют в своих целях не зарабатывание денег, а скорее конкурирование либо между подобными компаниями на рынке, опять же, не с целью зарабатывания денег, либо вообще как преследование неких недостижимых целей. Цель, которая там можно достигнуть, условно говоря, там, только через 300 лет существования компании. Прям пример простой, там, компания, которая занимается, предположим, выпуском каких-то очищающих фильтров, у них там какая-то задача оснастить все этими фильтрами все, например, заводы по выбросу вредных веществ в мире. Вот такая амбициозная задача, и они над этой задачей работают. И чтобы им этого не стоило, они в это вкладываются. Ну, вот такая амбициозная цель, которая, все понимают, труднодостижимая, а может быть и вообще недостижимая, и, соответственно, потом в итоге, ну, это уже отступление, да, распахиваются двери и так далее. Не об этом сейчас, а о том, что исчезает вот это вот ощущение какой-то личностного, появляется безличностное служение просто высшему эгрегору, если мы говорим в рамках какой-то компании, на работе, например. Либо мы, как корпоративная этика, либо служение Господу. То есть просто я буду выполнять Его волю. Вот мне Господь сказал, что нужно убить моего сына. Извини, сын, ничего личного, просто так надо. Так надо. Я и сам не понимаю, для чего это надо, но так надо. Вот. Вернемся мы потом с вами уже к практическим значениям и разберем их детальнее. А сейчас предлагаю прочитать в Библии. Конечно, Авраам занял значительную часть книги «Бытие», и читать прямо по порядку все главы, их много, мы не будем. Ладно, расскажу чуть своими словами. Значит, есть Авраам, который живет
достаточно успешно со своей женой Сарой. Они уже прожили много лет. И у них так случается, что нет детей. Но живут они, в общем-то, люди не бедные. У них есть слуги, у них есть прислуга, у них есть золото, серебро, много скота, богатства, и живут они в городе. По современным меркам они живут в мегаполисе. Но в какой-то момент является Бог Аврааму и говорит о том, чтобы он собирал свои вещи, собирал все свое имущество и переходил жить в другую землю. Впоследствии это станет землей обетованной, куда потом придут евреи после египетского рабства, но до этого еще несколько сотен лет. И Авраам туда приходит, то есть он слушается Бога, хотя ему это не совсем выгодно, но он просто это слушает, он просто его слушается. То есть я к чему это говорю, что вот мы здесь разберем именно вот эту десятку жезлов, да, с его сыном, мы дойдем до этой ситуации. Но в целом жизнь Авраама, она такая, временами будет у него такое некое метание. Да? То в одном случае слушается, в другом случае вроде как бы он не верит и пытается поступить по-своему. И вот на это будем обращать внимание. В общем, говорит ему Бог оттуда уходить, он уходит, слушаясь Бога в ущерб себе в чем-то. Представьте, как если бы сейчас человек там живет, предположим, там, в каком-то крупном мегаполисе Европы, не знаю, в Берлине, может быть, в Амстердаме, в Лондоне, а ему надо перебраться в какую-то глубинку, в какое-то забытое село, где ни инфраструктуры, ничего, никаких радостей и прелестей жизни нет. Вот Авраам его слушает и туда уходит. Бог ему говорит, что он произведет от него великий народ и благословит его, и возвеличит имя его. И будет этот человек в благословении. Авраам пошел. Так, сейчас, секундочку. Стоит также сказать, что у Авраама был брат, у этого брата был сын. Но брат рано умер, и у Авраама, получается, что остался племянник. И, понятное дело, учитывая, что родных детей у Авраама не было, то, судя по всему, Авраам намеревался сделать наследником этого самого племянника своего. Поэтому они вместе постоянно тусовались. Они вместе потом переходили из этого раскрученного города, из мегаполиса современного, они переходили в эту землю обетованную. Там они вместе были. Зовут этого человека, племянника, Лот, тоже известный персонаж будет по другому повествованию. Авраам вот очень был богат скотом, серебром, золотом. И Лот, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И вот дальше говорится, что непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, потому что их могущество было так велико, что не могло оно помещаться. И поэтому они разделились. То есть, мол, ты если направо, то я налево, если ты налево, то я направо. Так, чтобы мы с тобой друг другу не мешали. И Авраам остался в земле обетованной, а Лот пошел в знаменитый город Содом. Вы знаете все, Содом и Гоморра, которые потом были сожжены огнем. Вот Лот как раз пошел туда. Единственный праведный человек, забегая наперед, который в том городе оказался в какой-то момент и был из него спасен вместе со своими дочерьми. И получается, что в какой-то момент Авраам понимает, что Лот от него уходит, а значит, он теряет, по большому счету, наследника. Ибо если бы он хотел унаследовать имение Авраама и быть на той земле обетованной, то они как бы помирились, как-то там все это порешали. Но нет. И Авраам, честно говоря, от этого расстраивается, от того, что Лот уходит, и у него уже и племянника нет. Вообще у него теперь никого нет, некому ему отдать наследство. А вы сами читали Библию, эти патриархальные времена, помните, как там важно было иметь потомка? Желательно побольше, чтобы было не просто детей, сыновей, чтобы они прям по земле разрастались, а тут человек очень состоятельный, влиятельный, и при этом нет у него детей. Был племянник, и тот от него свалил. И спустя какое-то время Авраам решает сделать наследником наемного своего работника. Вот он общается с Господом и говорит: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска».
И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. Да, он сокрушается, говорит, что я вынужден теперь оставить свое имущество, по большому счету, своему рабу. Ну, единственное, стоит сказать, что тогда не было такого отношения, как вот мы с вами в современном понимании привыкли видеть в США, например, да, в свое время какое было отношение к афроамериканцам. То есть и в библейские времена тогда к рабам было другое отношение. И вот здесь видно даже, да, что он намеревался сделать этого наемного работника наследником своего дома. То есть такое некое отчаяние, я бы так сказал даже, да, уже присутствует у Авраама. Но Господь говорит: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, имеется в виду на улицу, и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И ему он сказал: столько будет у тебя и потомков. Авраам поверил Господу, так написано, и он вменил ему это в праведность. Вот, кстати, важный момент здесь, да, вот насчет того, что поверил. Вспоминаем мы с вами вот это взаимоотношение выше вот этого эгрегора, либо абсолюта и человека, находящегося в связи с этим эгрегором. Вспоминаем вот эту вот взаимосвязь и веру в идеи компании, в проведение кармы, в слова абсолюта. Вот у Авраама это как раз очень четко прослеживалось. Да? Ему Бог сказал, а у него были утрачены, в принципе, всякие надежды. Он уже стар, он уже в возрасте. Все его современники рожали в 30-35 лет. Ну, не лично, имеется в виду, были дети у них. А ему уже было, по-моему, 90 лет. Но, несмотря на все это, он ему поверил. Вот так. Такой простой стих, незамысловатый. И вот, значит, еще следующий стих. Авраам был 99 лет, то есть прошло еще время, 10 лет. И Господь явился Аврааму и сказал: поставлю завет мой между тобою и мною, и весьма-весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Еще одна буковка добавилась. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Снова проходит какое-то время. Авраам видит, что ничего не меняется, ничего не происходит. Тогда он лет 10 назад Господу поверил, что он от него лично произведет потомство. Никакой там Елизер из Дамаска не будет наследником. Но ничего не поменялось. И тут опять является Господь и говорит: не переживай, все скоро будет, все будет хорошо. И также он говорит, что про Сару, что вот он ее благословит, именно от Сары родится сын, не от какой-то наложницы молодой, а именно от нее. И в этот момент Авраам падает на лицо и рассмеялся, и сказал сам в себе, ну то есть как бы рассмеялся и внутри говорит: неужели от 100-летнего будет сын, и Сара 90-летняя, неужели родит? Ну, то есть, типа, похихикал, тогда он ему лет 10 назад поверил, а сейчас он уже, ну, честно говоря, ну, мне 100 лет, а Саре 90, ну, ты, конечно, Бог всемогущий, но, ну, не до такой же степени, да? Я же-то понимаю физические способности наших организмов, ничего подобного не произойдет. Но Бог сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, то есть уже не только с тобой, но и с ним, заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле, Измаил, я забыл, момент пропустил, Измаил в какой-то момент, когда эта пара Сара и Авраам отчаялись уже иметь детей, хоть и Бог обещал 10 лет назад, Сара дает этому Аврааму служанку, она от него беременеет и рождает сына. Ну, а было в то время в Израиле такое, как суррогатное материнство. То есть она, как там было написано, рожает, типа на колени Саре, да, рожает. И этот сын считается уже не сыном той египтянки, по-моему, она египтянкой была, а как бы Сары сыном. Ну, не по крови, а вот по праву наследования. Но Бог говорит, что он и об Измаиле услышал тебя, вот, я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу.
12 князей родятся от него, и я произведу от него народ многочисленный. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». То есть вот он, стоит тут пояснить. Значит, Авраам дожил до очень преклонного возраста, не имеет потомства, у него был Лот, племянник, который от него ушел, некому оставить потомство. У него был какой-то слуга из Дамаска. Бог сказал: не надо давать ему право наследования твоего дома, я дам тебе сына. Окей, хорошо, он его выгнал. Потом случается ситуация с этой служанкой, которая рождает сына на колени Сары, то есть как бы наследник. И он сейчас говорит, что ничего подобного, нет. В общем-то, это тоже не от него, тоже не от него будет это потомство, а от некого воображаемого Исаака, который пока еще не родился. То есть идет какое-то такое вот, ощущение прессинга. Я понимаю, что это все со страниц книги, и сейчас вот, когда я об этом говорю, звучит так просто. Но представьте себя на месте этих людей, которые нажили приличное состояние, но для которых очень важно, чтобы было потомство, чтобы было кому-то оставить, чтобы были дети. И есть уже ряд целых шансов и возможностей, когда это могло бы случиться, но появляется некий Господь, Бог, который говорит, что и это не так, и это не так, и это не так, а будет вот так. Надо просто вот потерпеть и верить мне. Значит, вот это он все сказал. И спустя какое-то время 3 мужа появляются, как 3 ангела. Значит, они являются Аврааму, он приносит им хлеба, чтобы они подкрепили сердца. Значит, и сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади него. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. То есть имеется в виду, не могла рожать детей. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой тоже стар». То есть вот, не верят они в то, что вообще-то может произойти что-то возможно. И действительно, нереально, невозможно. Но проходит какое-то время. «Презрел Господь на Сару», а времени прошло много, «презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог». Еще пару моментов, о которых я хотел бы сказать. Поскольку Авраам вел кочевой образ жизни, имеется в виду со своей свитой, со своей семьей, то он заранее с Сарой договорился, в какой мы новый город не придем, то есть к новому владыке, ты представляйся моей сестрой. Потому что он боялся, что если она будет сразу говорить, что она жена его, а она была красива видом, так вот пишет Библия, несмотря на ее возраст, то его могут за это убить. И 2 раза уже было с 2 разными правителями, что ее забирали в гарем к этому самому правителю. Потом являлся Бог этому правителю и говорил, что ты делаешь худое дело, забрав эту женщину, потому что она имеет мужа. Либо там какую-то язву наслал на этого человека. В итоге отыскивали Авраама и говорили, мол, что ты вообще не сказал, что жена твоя, зачем ты так поступаешь? И хоть там не говорится напрямую, но мы все понимаем, да, вот это вот желание, может быть, в том числе иметь наследника Аврааму. Хоть и сказал Господь о том, что он произведет из чресел Авраама наследника, и что этот сын родится именно у Сары, но время-то идет, а наследника нет. Конечно, хочется верить словам Господа, но время идет, а наследника нет. Выгнал одного приемного наследника, племянник сам ушел, выгнал второго слугу по слову Господа, жена, которая оказалась в гареме, и там Бог говорил и делал так, что ее туда выгоняли. И в итоге ситуация сложная в плане рождения и появления потомка, хотя бы хоть с какой бы то ни было стороны, для того, чтобы унаследовать имение Авраама. И вот, наконец-то, Сара зачинает, рождает она ребенка,
нарекает Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак, а он его обрезал, как положено, в 8-й день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. Видим, что в возрасте 100 лет у Авраама рождается сын. И мы на этой гравюре сейчас также можем видеть, что это дедушка в преклонном возрасте, рядом с ним юный пацан, но это отец и сын. И, значит, что случается в какой-то момент? Сейчас, секундочку. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла, взял с собою 2 из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, которым сказал ему Бог. На 3-й день, долго шли, на 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Давайте остановимся и немножко подумаем. Тут просто все напишется, даже не художественная литература. 3 дня они шли. Ну вот неужели 3 дня Авраам и Исаак, сын его, молчали? То есть не было у них разговора: папа, куда мы вообще идем? Да, о чем мы, куда-то мы собрались? Почему мы маме не сказали, куда мы идем? Да, почему там один ослик? Я что, обратно не вернусь? Ну, я шучу, конечно. Но вы можете себе представить ощущение Авраама в эти 3 дня? Это не так, что, вот, знаете, может так неправильно говорить, но хорошо быть героем, когда ты можешь в долю секунды лишить себя жизни, спасая жизни десяткам либо сотням других людей, прыгнув на какую-то гранату, в общем, приняв какое-то поспешное решение здесь и сейчас. У тебя в голове щелкнуло, ты сделал. И совершенно другое быть героем, по кусочку отрезая от себя. Вот здесь сложилась такая ситуация. Помним, как долго Авраам хотел сына, как долго Господь ему обещал, что этого сына даст, как много шансов у него было иметь наследника, которые все от него отошли, так или иначе. И тут, когда на самом деле это случилось, он родился, и это же не младенец, на секундочку, уже взрослый пацан. Я думаю, что они в нем души не чаяли, что Авраам, что Сара. И в какой-то момент Бог говорит: возьми своего сына и пойди вот на такую-то гору, там сделай всесожжение, принеси мне его в жертву. И шли они 3 дня. Что за этих 3 дня у Авраама происходило внутри? Если есть какая-то другая карта, как можно было описать десятку, не десятка жезлов, да? То есть это даже не 9 мечей, вот этот кошмар ночной, нет. Это тяжесть, которая настолько это тяжело физически, что это и морально, что это, наверное, даже в первую очередь морально тяжело, настолько, что это становится больно физически. Но это нужно идти, делать этих 3 дня, общаться с сыном, говорить о чем-то. И он же не плохой, не злой, не вредный человек, этот Авраам. Даже не то, что какой-то жестокий убийца. То есть что должно было происходить с этим человеком? В общем, на 3-й день он возвел очи, увидел то место издалека и сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Вот сейчас мы как раз и видим ту самую сцену, когда Исаак несет дрова, Авраам несет нож в своей руке. Огня не видно, но предполагаем, что есть также и огонь. То есть вот это сейчас самый пиковый, самый сложный момент, который и называется у нас десятка жезлов. То есть когда некая огромная трудность возникает на пути человека, неразрешимая задача, помните, 110% из 100, 25 час в сутки, то есть что-то такое, чего не было никогда. Испытание веры такого уровня, которое не может себе вообразить ни один человек. Отдать нечто такое дорогое, что тебе досталось такой невероятной ценой и было таким замечательным и чудесным явлением, и так много лет вы с женой радовались тому, что у вас есть этот сын, и вот сейчас все это сжато, собрано
в этом одном мгновении, в этой гравюре, которую изобразил Гюстав Дере. Не знаю, почему обрезали и показали именно Исаака, почему не лицо Авраама, ну, сути не меняет. Мы сейчас сами понимаем эту сцену, понимаем, на ком лежит тяжесть. Тяжесть не в этих ветках, которые лежат на Исааке, а тяжесть, которая легла непреодолимым бременем на самого Авраама. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: Отец мой. Он отвечал: Вот я, сын мой. Он сказал: Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения? Ну, получается, что как бы за этих 3 дня разговора не было по поводу, о чем мы будем в жертву приносить. Он только сейчас об этом спросил. Тем может быть и хуже в данный момент для Авраама, то есть все это осознавать и все это держать в себе. Авраам говорит: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. То есть он даже сейчас ему не сказал, что я тебя буду убивать, да, Бог найдет, не переживай. И пришли они на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Вот по этой истории, по этому сюжету можно было бы снять замечательный современный фильм. Что-то я так подумал, что, знаете, кто-то из скандинавских режиссеров, вот у них такая стилистика мрачновата, они могли бы снять такой вот замечательный фильм. Можно даже убрать имя Авраам, Исаак, и не сделать это как историческое повествование, как какой-то современный фильм, и передать игрой актеров вот эту всю сложность этой ситуации, которая разворачивается и происходит. Вот это внешнее спокойствие Авраама и внутреннюю бушующую бурю, которая однозначно была у него, когда он своего сына связывал, когда он положил его на дрова и когда он занес нож над тем, чтобы его заколоть и убить. И в этот момент является ангел Господень, взывает к нему, к Аврааму с неба. Авраам говорит: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Естественно, что у Авраама жизнь на этом еще не закончилась, она продолжается, были еще истории. Но в целом можно сказать, вокруг вот этого бесплодия Авраама временного разворачивались ситуации, которые постоянно можно было сравнить с той самой десяткой жезлов, когда было очень трудно, когда было невыносимо, когда надо было и оттуда уйти, и Бога слушаться, и одновременно в перевернутом значении появлялись у нас моменты, когда человек сбрасывал с себя груз и гнет обязанности, которые на него возложил Бог. Когда он хотел, чтобы Сара забеременела, и через кого-то и родились у него сыновья таким образом. Либо когда на ее колени служанка родила. Но все эти варианты Бог отвергал, Авраам его впоследствии слушал и выгонял то того, то того, то того. И в конце концов, когда случается эта вот ситуация, ну, сейчас не буду повторяться, да, с Авраамом и Исааком, и здесь он дошел до крайней точки, когда, по идее, должен был поступить так же, как и раньше, как и всегда. Помните по 10-му зодиакальному дому, да, когда идет очень мощное внешнее давление, оказывается, и у человека возникает выбор, у него есть свобода воли. Он может как минимум либо принять это, либо отказаться, то есть идти какой-то альтернативный вариант, сбрыкнуться и сбросить с себя эти жезлы. Но в виде служения Богу, в виде служения Абсолюту, какому-то своему эгрегору, если мы говорим о чем-то более мелком, мы видим абсолютную преданность, и в первую очередь это, конечно, работа над собой. Не так трудно была эта ноша физически, как в первую очередь она была трудна морально, а из-за морального гнета это уже становилось трудно физически. Вспоминайте пакет для девушки: 15 килограмм картошки и 15 килограмм замечательных дамских сумочек. Килограммы одни и те же,
а ощущения разные. Там тяжело, а там ты порхаешь как бабочка. Давайте мы с вами тогда посмотрим, я же обещал, что урок будет короткий, посмотрим с вами практические значения, как они проиграются у нас в этой карте, а потом посмотрим искусство, и на этом все. Напоминаю, 4 сферы нашей жизни. Жезлы – это работа, это карьера, социальные связи. Кубки – это взаимоотношения между близкими людьми. Пентакли – это наш быт, покупки, наши продажи, в общем, все, что связано с обращением с деньгами, зарабатывание, сохранение, приумножение. Мечи – это прямые наши действия, то, как мы себя ведем, наше какое-то поведение, и внутренний наш рост, наша прокачка, наше саморазвитие, работа над собой. По жезлам. Значит, это у нас, опять же, глядя на карту, помните, как я говорил, сразу Таро – это у нас визуальный и интуитивный инструмент. Здесь не просто написана цифра 10. У нас есть и по этой карте яркий образ, который сразу читается, воспринимается. А теперь в случае с Авраамом мы еще и сразу понимаем, да, вот эта тяжесть, груз, вот это вот все. Поэтому по жезлам это у нас идет как перегруз. То есть, понимаем, на работе вот просто завал, такая какая-то бытовая ситуация может быть, ощущение того, что много всего надо сделать, много всего надо успеть, много всего пройти. Если мы говорим о какой-то длительной дистанции в плане работы, да, можем на разный период смотреть, то это может быть как какой-то длительный отрезок из жизни Авраама. Он долго шел к тому, что в конце концов ему пришлось этого сына своего чуть ли не убить. Хорошо, что все обернулось иначе, но он был готов это сделать до последнего, пока ангел не предоставил ему агнца, которого он зарезал вместо своего сына. Но имеется в виду, что Авраам долго к этому шел, и много было каких-то испытаний. То есть этот перегруз может ощущаться на протяжении всей там карьеры, например. Обязательства по этой карте также могут быть, когда человек много на себя берет, много на себя взваливает. Напоминаю, это десятка, это какой-то максимум. Амбиции или переоценка возможностей. Но переоценка не в смысле переосмысления, а в смысле человек себя переоценил. Да, вот можно недооценить, а он себя переоценил. То есть он явно посчитал, что он способен вынести весь этот груз. И представьте, если бы Авраам не справился в этой ситуации. Вот так. Мы бы даже и не узнали о том, что могло бы вот так вот быть. Имеется в виду, что явится ангел и предоставит овна. Мы могли бы просто прочитать об очередной истории о том, что Авраам в какой-то момент дал слабину и, в общем-то, сказал «не хочу, не буду» и убежал. Вот это вот и будет переоценка возможностей. Амбиции, это имеется в виду, ну, тут как бы амбиции это в плане работы, а если мы говорим об Аврааме, то это вот такая вот вера, да, его уверенность в том, что Бог все разрулит. Как он сказал своему сыну, не беспокойся, Господь найдет агнца. Это может быть какой-то итог, он же может быть дедлайн, имеется в виду, когда, знаете, на работе вот вся ситуация горит, то есть какой-то есть дедлайн, ощущение того, что вот к этой дате, к этому времени, к этому событию надо вот это успеть. Куча всего, это все вот наваливается, поэтому вот это итог дедлайн имеется в виду что-то тяжело, что это некий максимум какой-то. Распыление сил – это скорее уже будет в негативном прочтении, когда человек вместо того, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, он может и туда, и туда, и туда, и в итоге что получается, что эти жезлы у него распадаются, рассыпаются. Финал некий тоже. Почему? Потому что это десятка, потому что это конец. Труднее уже не будет. Что может быть труднее, чем принести в жертву своего сына? У него не было 2 сына, 3 сына. Не так, что он, тяжело убивать своего ребенка, но в принципе наследник у меня еще будет. Нет, это десяточка, все. В этой десяточке воплотились все чаяния Авраама. Ему 100 лет было на момент рождения сына. Сыну визуально, наверное, лет 13. Какой еще сын у него еще может быть? Поэтому, когда мы говорим о финале, то это может быть как плюс, это хорошо, а также может быть и негативное какое-то прощение. То есть имеется в виду, что, представьте, что он этого сына убил таки действительно. Все, то есть как бы десятка это закончилась, и
и в негативном понимании для человека. Имеется в виду, что даже в прямом значении, по прямой карте, да, только рядом стоящие карты, то есть для кого-то это может быть перегруз, для кого-то тяжело, и для кого-то это также финал, который плохо заканчивается, а для человека, который находится внешне в этой ситуации, это может быть и хорошо. По отношениям между людьми близкими. Это давление, которое может оказывать кто-то на кого-то. Помните, мы сами читали, когда вот в целом об этой карте, то обращали внимание, как часто бывает, что кто-то ведет себя так, создает ощущение, что как бы планку, что ли, поднимает высоко, да, из этого вторая сторона начинает ей пытаться следовать, подтягиваться, тянуться, а это тяжело, это невыносимо. Либо, наоборот, вторая сторона сама по себе, она, ну это уже не про давление, в общем, давление это вот это, да, вот давление вот так вот может ощущаться, когда кто-то на кого-то взвалил обязанности, может быть, не в буквальном смысле, человек потом сам на себя их возьмет, но он создал такую атмосферу, он так себя ведет, так вздыхает, так говорит, так намекает, напоминает, что человек начинает ощущать это самое давление. Это может быть банально просто быт. Быт в том сером, противном значении, в котором мы не хотим его видеть в наших жизнях. То есть, когда каждый день одно и то же, изо дня в день, работа, дом, дом, работа, выходные, дача, картошка, ни отпуска, ни выходных, ни проходных, ничего. То есть и вот эта вот рутина, она также может превратиться в какой-то момент в десятку, то есть когда ее становится так много, что она начинает давить тяжелым грузом. Гиперответственность. Вот это как раз не то чтобы противоположность, это одно из раскрытий этой карты в негативном прощении, вот там, где было давление, да, вот это давление, которое осуществляет одна сторона, а гиперответственность – это то, что человек сам может развивать. Помните, когда человек задает сам себе какие-то высокие стандарты, когда он говорит, что ввиду своей какой-то гордыни «я могу все», и он начинает стелиться, и он начинает так много пытаться всего успеть, что в итоге из этой своей гиперответственности захлебывается. В нормальном положении это может быть ответственность. Ее много, это тяжело. На человека может много навалиться. И, как я уже говорил, муж в командировке, параллельный ремонт, дети, и там собачка заболела, и то надо сделать, и то надо там еще машину на ТО отвезти. Но как бы все это человек справился, разрулил. Невыносимо сложно было, трудно, но вынес. Умение решать. Вот это как раз, да, он может сюда и применить, умение решать. То есть умение разрулить, умение порешать какие-то архисложные задачи. Тянуть лямку. Вот это уже как раз, наверное, будет противоположное. Умение решать и тянуть лямку. То есть когда, вспоминайте пример с 15 килограммами, да, что тяжелее? 15 килограммов сумок Шанель или 15 килограмм картошки? Это загадка, парадокс будет для школьников, но загадка с очевидным ответом для девушек. Конечно же, картошка будет тяжелее. Поэтому тянуть лямку вот можно по-разному. И по этой карте это может ощущаться вот в таком негативном прочтении, либо в прямом, при соответствующих картах тоже. Также это может быть отказ от, в взаимоотношениях отказ от, а там дальше уже исходя из контекста и других карт. Но человек может сбросить, сбрыкнуться, не захотеть. Авраам мог сказать: "Да елки-палки, ну сколько можно уже, да? 4 варианта у меня было, или 5 вариантов наследника. И тут дал мне на того сына, в конце концов, и сейчас говорит, заколоть его, зарезать. Не может быть, не Господь такого не скажет. Вы что? Нет, отказываюсь, не буду. Возьму агнца самого лучшего своего стада. Нет, давайте даже 3 агнца". Ну, вот это вот отказ по этой карте. Мог бы отказаться, но нет. В сфере пентаклей, напоминаю, это у нас все, что касается денег и то, что за них можно купить, продать, заработать, сохранить, потратить, приумножить, ремонты те же, то есть вот все такое, что можно ощутить, потрогать, быт какой-то материальный. Идет по этой карте ощущение максимума. Это некий, может быть, трудный период, и уже не важно, даже прямая карта, либо перевернутая, соседние карты покажут, какое будет последствие, но и в прямом значении это трудный период, это тяжело.
Уже от тебя зависит, как от Авраама внутри, насколько ты сможешь разрулить этот период. Но он трудный, спору нет, это нелегко. Давление, так как же может быть? Многозадачность, если мы говорим о какой-то финансовой сфере, может быть, какой-то сугубо такой вопрос узкоспециализированный, ну, там, по поводу или какой-то фирмы, или какие-то, может быть, вложения, или на что обратить внимание. То есть такая карта может означать, кроме того, что это тяжело, может также говорить о многозадачности, о том, что это будет там работа в разных векторах, то есть и там, и там, и там. Если какое-то одно, ну, что ты делаешь? Зачем ты зацепки делаешь? Если что-то одно будет явно тяжелым. Наоборот, легким, да, может быть разделение на несколько. Также это может означать идти на поводу у чего-то. Вспоминаем мы с вами вариант, что Бог сказал, взять своего сына, принести в жертву. Ну, давайте мы представим с вами перевернутый сценарий, как если бы это было, может быть, не совсем разумное повеление заколоть своего сына. И Авраам идет на поводу у этого повеления. То есть вот здесь тоже стоит обращать внимание. Но это, кстати, применимо и во взаимоотношениях между людьми. Не только вот в сфере Пентакли, что можно идти также на поводу у кого-то. Но всегда будет при этом, это не легкость будет, это не как по семерке мечей, да, некий какой-то обман или как по луне, что какая-то скрытость, тайна там какая-то. Нет, это все равно будет тяжело. Просто так оно все сложится, что ты будешь идти на поводу и тянуть эту лямку. По мечам. Тяжесть на сердце, имеется в виду какая-то такая вот внутренняя, ментальная, которая как по мечам проходит. Да? Вот очень будет похоже, я уже говорил в начале лекции, на 9 мечей, с той лишь разницей, что там это просто выпил таблеточку или поспал, утром проснулся, и все, оно куда-то исчезло, как ночной кошмар с восходом солнца растворилось. А здесь нет, здесь тяжесть на сердце из-за того, что есть какие-то трудности, задачи, сложности, которые нужно выполнить, решить. Даже, в принципе, в разрезе саморазвития. Хотели карту Таро освоить за месяц, и при этом еще захватить руны, и, может быть, еще заняться там какими-то магическими практиками, и все одновременно, и понимаете, что не успеваете, а вам почему-то надо успеть. Вы такую задачу поставили, или есть, может быть, какая-то объективная причина, почему хотите успеть. Но и от этого есть какая-то тяжесть на сердце. Не разруливайте, не получается объективно. Непосильная ноша. Ну, в общем-то, похоже, да, то, что я уже сказал, когда также есть ощущение того, что не вывозишь, не получается. Ответственность. Ну, ответственность здесь присутствует везде. Ответственность, она у нас была и в жезлах, в плане работы, и она присутствует как личная уже какая-то ответственность персональная, пусть даже перед самим собой, за какое-то свое развитие. Есть также. Слепая вера, в скобочках написал иллюзии, это в перевернутом значении, когда, если бы Авраам себе вот так вот он надумал и решил идти настолько до конца, да, как уже на уровне какого-то фанатизма, чтобы убить, заколоть своего сына. Хорошо сейчас говорить об этом библейском примере спустя много тысяч лет назад. Представьте, как если бы об этом написали в современных газетах. Ну, не сочли бы такого человека адекватным и здоровым, правда говоря. И как бы он ни рассказывал потом, что ему явился Господь и сказал, что нужно заколоть своего сына, ни один суд его бы не оправдал. Умение разрулить. По-моему, я это уже называл, да, умение разрулить, навалившийся груз, тяжесть, обязанности, сложности. Вспоминаем, что в любой ситуации, в первую очередь, это работа с самим собой. Обстоятельства внешние. У Авраама это были внешние обстоятельства. Бог ему сказал, что надо принести своего сына в жертву. Но именно от его внутренней работы, от его умения разрулить, он из этой ситуации вышел. И даже если бы ему пришлось таки убить своего сына, а он был готов это сделать буквально через там, каких-то следующих несколько мгновений, но внутри, значит, он был к этому готов. Внутри он справился с самим собой в первую очередь. И заметьте, он не был убийцей. То есть это не человек, который из мести, из ненависти или из чего-то, или как какой-то религиозный фанатик хотел убить. Просто вот он понимал, что ну так надо. Значит, Господь
выполнит свое обещание, он сделает. То есть это как служение высшему эгрегору, служение Абсолюту по этой карте проходит. Несколько такой, может быть, фанатичный пример, но, тем не менее, он яркий и запоминающийся. Вспоминайте, глядя на эту карту, что Авраам готов был убить своего сына. Так, ускоряемся и переходим с вами в раздел «Искусство». Смотрите, здесь есть несколько гравюр, которые конкретно сделал Гюстав Доре. Вот, например, я почему-то был уверен, что это как раз Господь показывает Аврааму звезды на небе, которые ему стоит сосчитать, что его потомство будет также многочисленно. Но похоже, что так и есть. Это показано, большие вот эти вот стада Авраама, сколько у него, в общем-то, было всех этих животных, его имение, так сказать. Вот явление этих трех мужей, как три ангела, которые возвестили о том, что буквально вот скоро, через год, родится у него сын. Это бегство Лота, его племянника, и двух дочерей из Содома и Гоморры. Город, который так погряз в разврате, в извращениях и тому подобных вещах, что Бог, вот эти три ангела, кстати, они и пришли, чтобы известить Авраама о том, что они идут в тот город, дабы его уничтожить. И Авраам упрашивал, не надо, мол, город уничтожать, возможно, там есть праведники. В итоге оказался праведником только один Лот, и его семья, даже жена в какой-то момент обернулась и превратилась в тот самый соляной столб. Это Авраам выгоняет вот эту свою, служанку, точнее Сарину служанку, которая родила ему сына. Так ему сказал Господь, он выгоняет, что тоже было нонсенсом. Никто не выгонял, особенно когда она тебе родила сына, который должен стать наследником. Но так сказал Господь, и он выгоняет. Это вот как раз спустя какое-то время, это самая Агарь, служанка, и его сын Измаил, они воззвали к Господу, Господь их услышал и сохранил их живыми, и потом, как мы услышали сами, от Измаила тоже произойдет потомство, но не еврейское, а других людей. А теперь мы с вами перейдем уже то, что касается непосредственно нашей сцены, как ее изображали художники. Вот, например, некий Питер Танье, это 1716-1761 год, и мы здесь видим как подготовку к тому, чтобы пойти принести Исаака в жертву, так и, собственно, сам момент, когда мы видим лежащего на вязке дров Исаака, видим у него связанные руки, и Авраам, который готов уже разрезать ему горло и принести в жертву. И является ангел, говорит, что не делай этого, вот видно, видите, там овечечка запуталась, ты ее просто не замечаешь, все нормально. Это Ян Ливенс, тоже древнее полотно, 1638 год. Видно, возможно, здесь мне не удалось найти полную картину, возможно, только ее часть, ибо я не вижу ангела, но как будто бы он смотрит, Авраам, в сторону как раз ангела. Но видно горящий жертвенник, видно, что Авраам держит своего сына, еще, наверное, не решаясь принести его в жертву. Рембрандт, 1655 год, вот такая вот рисунок, точнее гравюра, видно, что он здесь как будто бы собирается горло перерезать своему сыну, и ангел, который его уже берет за руку и говорит: подожди, хватит, остановись, сейчас все решится, Бог сказал, что я тебе верю. Вот такая собирательная картина, здесь видно целый пейзаж, видно и какой-то городок, совершенно не похоже это на землю обетованную, но тем не менее. Вот там вот наверху, вот там как раз и происходит на этой самой горе жертвоприношение, когда Авраам чуть-чуть не убил своего сына. Вот видно, как они на осликах идут, потом они идут уже вдвоем, потом они поднялись на гору, и вот там все это и раскрылось. Вот такая вот гравюра, 1515 год, 1519. Также Авраам идет со своим сыном Исааком. Та же вязка дров.
та же готовность принести в жертву свое любимое дитя, единственное. 1582-1652 года, тоже красивая такая гравюра. Вот здесь Авраам у нас находится, идет какое-то курение, видно барашка, который запутался в ветвях, нет рядом ангела, но видно, что он уже на подлете, вот он в облаках, и подлетит, и сейчас известит о том, что не делай ничего плохого. Вот такая вот красочная гравюра. Пенц Георг, 1541-1545. Сцена все то же самое. Видно и жертвенник, видно готовность Авраама принести сына в жертву, видно ангела, который останавливает его, видно запутавшегося барашка. Видно людей на втором плане. В общем, все как в Библии написано, авторы нам изображают. А это Рубенс, 1612-1613 года. Все то же самое, только уже в ярких красках. И нож, и Авраам, и Исаак, и ангел, и барашек, и жертвенный огонь – все присутствует, все на месте. Рембрандт, 1635 год. То же самое, видно, что человек намеревался полоснуть Авраам по горлу своему сыну, и ангел прям выбил из его руки острый нож. Обратите внимание на разницу в возрасте, действительно, это старый-старый дедушка и совсем молодой юноша. Сколько было любви, сколько было желания продолжить свое потомство, с одной стороны, и с другой стороны, готовность служить Богу даже в такой сложной ситуации. Чем вам не десятка жезлов? Караваджо, 1603 год, все на месте, все присутствует, лицо у Исаака преисполненное боли и страдания, ощущение, что он явно не хочет оказаться той самой жертвенной овцой, но похоже, что у него выбора нет, если бы не вмешался Бог. Но мы не об этом сегодня, а о том, как тяжело было вынести все это Аврааму. Ну вот и все. Вот наш урок закончился. В принципе, мне кажется, что вот уже по каким картам, но эти две, они настолько между собой близки по визуальному соответствию, что очень легко пользоваться теми же значениями, которыми вы привыкли пользоваться в стандартной колоде Уэйта. С той лишь разницей, что здесь у нас добавился еще яркий образ Авраама. Авраама, который временами сомневался, временами он эти жезлы разбрасывал, он не хотел, он брыкался, он всячески противился воле Бога, вот этому внешнему давлению, но в очередной такой же трудной ситуации он вывез, он смог эти все жезлы вынести. И заметьте, что он был избавлен или его сын был избавлен от самой какой-то печальной участи. Но это не отменяет его готовности. В принципе, знаете, как говорил Иисус, может быть, не совсем тут прямой пример, кто-то у него спрашивал по поводу того, что, помните, 10 заповедей, что там не прелюбодействуй, не убей, не укради, кто-то ему об этом сказал, он говорит, что любой, кто прелюбодействовал, или кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Здесь же Авраам, он в принципе уже своего сына принес в жертву. И отделяла это только чисто сама физическая смерть Исаака. Все остальное Авраам внутри уже прошел. Он дошел до критической точки, он дошел до того момента, когда он просто бы ему пустил кровь. Большего и не надо было. Это и была та самая десятка, которую он смог вывести, смог разрулить. И поэтому Бог остановил этот момент. Вот и все. Поэтому спасибо всем за то, что смотрели этот урок. Желаю всем удачи вам и до скорой встречи. До свидания.